Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе вариантов Сагынбаева-Рожбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Затем я эту книгу перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести мое произведение на указанном сайте. А сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Успокоившись, хан вытер слезы и сурово посмотрел на окружающих его вельмож. — С чего вы все так застыли и испугались? — спросил Акунбишин. — Почему так боитесь малочисленных кыргызов? Нас гораздо больше, чем их. Еще увидим, действительно ли алаши храбры, когда оседлаем коней и развеем знамена. Встанем напротив них, как один человек, выстроимся в линию и начнем сражение. Если суждено умереть, смерть настигнет нас где угодно. Тот, кто сказал, что я буду побежден Манасом, полный идиот. Мы уничтожим не одного, а хоть 1000 манасов. Как можно покинуть реку Абан, где прожили 4 моих предка, не сразившись с кыргызами, не пролив нашу кровь, не пожертвовав жизнью? Куда делись те, кто управляет толпами людей, носит лучшие шубы и обирает бедных? В моем подданстве находятся десятки тысяч людей. На Черной горе Канара, которая находится на расстоянии 5-дневного перехода от нас, проживает калмыкское племя Туранго князя Уланги. На берегах Черного озера Куруй живут калмаки из племени Кубан Жайсана Джамыра. А калмаки, проживающие в городе Кашангере, окрестностях реки Сыр, горы Чирчих, Черного леса Куюк, находятся под властью Калдая Дабаши. — Вы правы, мой хан, — поддержал правитель колдун Сары. — У нас много людей. В Улуяте, Мерке, находящихся недалеко от упомянутого вами Дабаши, проживает десятки тысяч калмаков. Ими правят Амбал Мерки, Авталаши, Джанджун Тулус. Верно. Если я уступлю кыргызам с таким многочисленным народом, Бог покарает меня. Разозленный Акунбишин поручил главному визирю отправить 90 гонцов во все местности с приказом наместников немедленно явиться к нему со своими армиями. После этого хан вызвал во дворец Джейсана Калдана и Шаа Шамуна. Рослый, смуглый, широкоплечий Джейсан среднего роста, скуластый, белолицый Шаа не замедлили предстать перед правителем. «Немедленно отправляйся в город Дангул», — приказал Акунбишин Калдану. «Передай привет его хану Каину от моего имени и возьми у него 6000 воинов, бесстрашных и опытных. Затем иди к Жанжуну Бишекелу, попроси 5000 сильных богатырей, а у Жайсана Ойрока 1000, и отправляйся в Алабель с 12 000 воинами.
Присоедини к себе проживающую там Сундуна Доро, с оружием в руках организуй круглосуточную охрану всех дорог. Если нагрянут войска бурутов, быстро отправь мне сообщение. Когда Калдан, получив письмо с соответствующими приказами, отправился в путь, Акумбешин обратился к Шамуну. Ты известный богатырь. До сих пор тебе удалось одолеть всех врагов, выступивших против тебя, и навести ужас на тех, кто вставал на твоем пути. Ты сейчас заберешь 16 тысяч ратников из дворца и отправишься сегодня в Кот-Малды, к Зылсу, присоединю к себе Зайсана, Бона, организуешь наблюдение за всеми выходами из ущелий с Красной горы Омпола. Не оплошайте, не пропустите внезапно бурутов, не навлеките беду на ойратов в Абаме. Слушаюсь, мой хан, ответил Шамун, взяв армию хана, доехал до Кызылсу и присоединил к себе 2000 воинов Бона. Добравшись до Ампола, взяв с собой высокого, широкоплечего, смуглого колдуна Бона, он забрался на вершину горы и стал осматривать окрестности в бинокль. В это время Манас выступил из долины Талдысу и берегов Керкуля с белыми знаменами, громко ударяя огромные барабаны. С грохотом падающей горы он совершил переход с 200-тысячным войском по каменистым дорогам и достиг Кот-Малды. Дойдя до него, Манас с подозрением огляделся и приказал всем остановиться. «По-моему, это очень опасное место», – тревожно подумал он. «Ущелье, которое мы так долго пересекали, оказывается, середина 12 дорог и распутье 9 путей. Как такое возможно, что в месте, окруженном со всех сторон холмами и высокими горами, где можно устроить засаду, запереть 1000 врагов на несколько дней, не было дозорных калмаков? Надо сходить на разведку, чтобы все разузнать». Увидев, что монарх взял 6 воинов и отправился в путь, наблюдавший за ним с вершины горы Шамун горестно покачал головой. «Очень жаль», – тяжело вздохнул он. «Как было бы замечательно, если Манас вошел в узкую часть ущелья со своей ратью. Мы бы преградили им путь, забросали сверху камнями и изрядно уничтожили их. Манас показал себя опытным воином, не пошел на такой опрометчивый шаг. Так что нам не остается иного выбора, как бежать». Когда печальный Шамун дал приказ к отступлению, 18 тысяч его воинов испуганно убежали, опасаясь схватки с киргизами. О том, до какой степени они были напуганы, в какой спешке удирали, стали свидетелями Лев Манас и его 6 товарищей, поднявшись на вершину горы. Богатырь, осмотрев следы на земле, понял, что здесь укрывался немаленький отряд калмаков, большинство которых бежали обратно, а меньшинство укрылось в ущелье. После этого он вернулся в расположение своих войск. «До нас здесь были враги», — сообщил монах всем. «Некоторые из них бежали в ущелье. Мы легко можем победить, если нападем на них». Против его плана выступил среднего роста, темноволосый, скуластый Чагатай, сын Ороса. «Я не согласен с этим», — дерзко ответил монах. «Оглянитесь, это адское место, ибо здешняя гора с густым лесом больше похожа на хорошо укрепленную крепость. Лучше вернуться обратно, чем нарваться на калмак,
подвергнуться полному истреблению. При этих словах из глаз Манаса вырвался огонь, и он гневно посмотрел на него. Чагатай не выдержал его взгляда и, опустив глаза, молча уставился на землю. Мудрый Бакай вмешался в разговор, чтобы два его младших брата не рассорились. «Будьте осмотрительны, ребята», — сказал он. «Мне в этом году исполнилось 34 года, и моей головушке довелось повидать всякого. В словах Чагатая есть истина. Мы находимся в очень опасной местности. Если мы, как предлагает Манас, скопом пойдем в ущелье, что с нами будет, если калмаки преградят нам дорогу, забросают камнями, устроят засаду? Они ведь таким образом запросто могут перебить всех нас». «Ты прав», — признал свой Манас. «Что ты предлагаешь?» «Направим по каждому ущелью вверх по 1000 воинов», — ответил Бакай. «Пусть 5-6 тысяч человек завоюют вершину горы. Если они встретят заслон, пусть и берут все камни и очистят наш путь. Если их защищают калмаки, расстрелять и уничтожать их». Согласившись с этим предложением, Манас со 150-тысячным войском отправился на запад, к перевалу Арту. 40 тысяч воинов Бакая отправились к высокой скале, расположенному на востоке. Они, занимая все склоны, с огромным трудом забрались на вершину горы и обнаружили, что все вокруг занимает одни ледники да голые камни. Склоны гор и предгорья были населены козлами, а низины — горными баранами. Для воинов, с трудом поднявшихся на высокую гору и издатно проголодавшихся, это было весьма кстати. Окружив бесчисленных животных, они заставляли их бегать до изнеможения, а затем группами отстреливали их. Когда раненые бараны и коалы, пошатываясь, падали со склона вниз, воины забивали их и жарили из них шашлыки. После этого вся гора, где кыргызы охотились на горных баранов, получила название Коркукол. Обеспокоенные тем, что в течение 2 дней от Манаса и Бакая не было никаких известий, Кыргыз и Ошпур провели совещание. «Что случилось с богатырями?» — хмуро проговорил Ошпур. «Бакай пошел к вершине горы и не дает о себе знать. И от Манаса нет никаких вестей. Они наверняка попали в беду. Джигита, зная это, как мы можем спокойно остаться здесь? Пойдем в ущелье и найдем их следы». «Мы согласны», — ответили воины, оседлав лошадей, взяв копья в руки, дружно двинулись в ущелье. Воины перешли через прозрачную речушку, пересекли Красный овраг на западе и достигли входа в ущелье. В этот момент, по указанию царя Шама, их встретили 90 богатырей во главе с колдуном Бованом. Он пытался преградить путь кыргызам с помощью колдовства. Но колдуны хана Орго, Ирдых и Байкуш сумели расколдовать чары калмака, убили его и благополучно вывели воинов из ущелья. В это время Манас со своим отрядом, претерпевая огромное лишение, пройдя через труднодоступные овраги и ущелья, на рассвете с первыми лучами солнца взобрался на вершину горы и очень удивился поведению калмаков. Потеря кыргызами. Перед кыргызами не было не то что армии, но даже одного воина, чтобы сразиться с ними. А Кумбишим не удосужился выставить даже одну каменную преграду или заслон. Манас, с одной стороны, обрадовался такому повороту событий,
Но, с другой стороны, его задело пренебрежение калмаков к нему. Печально качая головой, он остановил воинов в небольшой синей впадине между гор. «Я прямо сейчас пойду на вершину горы, расположенной с правой стороны от нас», — сказал Манас. «Со мной пойдут 50 тысяч воинов. Остальные останутся здесь и будут следить за нами. И если путь свободен, я крикну, помашу флагом. Не станьте легкой добычей врага, не попадите в беду, опрометчиво атаковав калмаков. Я, хотя и никогда не видел, но много слышал о том, что в устье этой долбины расположен город Буласаган». После этого Манас со своим отрядом с большим трудом забрался на вершину указанной горы. Взглянув вниз, богатырь увидел небольшую долину. На ней располагались город Акумбишима, а за ним зеленый холм, желтая степь Абана. По большой дороге между ними, в боевом строю, грозными рядами шло 100-тысячное войско богатыря Таглыка, чтобы сравниться с кыргызами. Полностью оценив ситуацию, Манас поднялся на гребень горы и взмахнул флагом. Ждавшие его сигнала воины повесили винтовки за плечи, поблескивая острыми мечами. Забравшись на склон горы, присоединились к остальным своим товарищам и стали дождаться калмаков. После того, как те появлялись, киргизы бегом спустились в долину, на ходу обстреляли врагов из винтовок стрелами из лука. Противоположные стороны начали смертельные битвы, используя все виды оружия. Манас наводил ужас на врагов, находясь в первых рядах кыргызов и метко стреляя из Аккалты. Увидев его отвагу, растерянные калмаки от страха повернули коней, стали разбегаться кто куда. Рослый, широкоплечий, темноволосый, скуластый Таглык стал садить их за малодушие и пригнал обратно на поле. Калмаки, пришедшие в себя, с криками «Джабу, джабу, мөнду, мөнду, мөнду», бросились на кыргызов, и битва приобрела еще более ожесточенный характер. Увидев это, Манас разозлился на Таглыка. «Чтоб тебе провалиться, хитрый калмак», — вырвался богатырь. «Если не проучу тебя, я не буду, Манас. Сейчас надену доспехи и наброшусь на тебя, как голодный волк». Рассерженный богатырь повесил на пояс оружие, помолился Всевышнему, оседлал огромного акулу и с копьем направился к калмакскому флагу. Великий богатырь Таглык, приготовившись к битве с ним, взревел, как леопард, загремел, как гром, наводя ужас на всех, кто видел его. Не оглядываясь по сторонам, он подскочил к Манасу. Богатыри остановились на мгновение, уставились друг на друга. Несмотря на то, что они обливались потом от лучей палящего солнца, покрылись пылью, поднимавшейся из-под копыт тысяч лошадей, смертельно устали. По их решительным лицам было видно, что они готовы к жестокой битве. Когда богатыри пришпорили коней и перешли в атаку, Манас, опережая врагом, ударил Таглыка в печень копьем. Оно пробило панцирь и кольчугу, а затем выскочил за спину калмака. Разозленный лев не посчитался с его тяжестью, поднял врага на острие копьем. Страшно рано Таглыка, потерявший сознание от адской боли, начал обильно течь кровь. Не опуская его на землю, Манас подъехал к своим товарищам и бросил Таглыка на землю. Павший с грохотом на землю калмак тут же испустил дух и распрощался с этим миром. Вернувшись обратно, Манас ударом копья
свалил воина, стоявшего под флагом. Калмаки от этого насмерть перепугались и бросились удирать. 50 тысяч казаков стали громить их. На сторону. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.